рациональный подход. Работать нужно для того, чтобы получить свободу, а не для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Примерно в $1 000 000. Поэтому разного рода пирамидосы я не рекомендую вкладываться. Цыгане тоже транслируют какую-то иллюзию. Иллюзию больших и легких денег. Если мы хотим преуспевать в финансах, то нам нужно уметь дружить с деньгами, не стесняться выгоды, например, да, не говорить ограничивающих утверждений себе. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Друзья, всем привет! И свою первую акцию я купил еще лет 5 назад. С тех пор я совершил кучу различных ошибок. Сделал успешные сделки, неуспешные сделки, даже успел стать квалифицированным инвестором. Но чтобы больше не совершать такие ошибки и как-то выстроить свой инвестиционный портфель, свою стратегию, я сегодня в студию решил позвать человека, у которого уже опыт более 30 лет в инвестициях. Он является одним из главных акционеров таких компаний, как «Твой склад» и DS Consulting. И это Владислав Чернацкий. Владислав, здравствуйте. Да, приветствую. Тут мне в этот момент такой показалось, что сейчас раздадутся овации. Да, 30 лет в инвестициях – это правда. И я объясню, почему в таком довольно странном виде. Вроде бы, да, мы собрались тут про финансы разговаривать, а я в каком-то таком рок-н-ролльном обвесе. Но об этом мы вкратце поговорим. На самом деле мой путь в инвестициях начался еще раньше. И я бы сказал, что это скорее путь в деньгах, в финансах. Да? Я родился еще при советской власти, в глубоком таком застое. И тогда ни частной собственности, ни инвестиции, вообще это все считалось, значит, пережитками прошлого, предрассудками капитализма. И игры финансовые тоже были запрещены. Но я в 4 классе открыл для себя новый мир. Когда к маме пришли в гости друзья, и они принесли с собой игру, которая называется «Монополия». Хм. И я вам принес показать раритетную вещь. Это та самая игра «Монополия», которую я по памяти нарисовал в 4 классе. И потом вместе с друзьями мы играли и в «Монополию», и была еще игра «Бизнес». И я вам покажу, как это выглядело 40 лет тому назад. Вот эти раритетные штучки. Все это нарисовано вручную. Ксерокс тогда был, в общем, малодоступный. Можно я посмотрю? Да, это вот я в 4 классе по памяти рисовал, а мама мне писала красивым почерком карточки. Потом игра «Монополия», да, трансформировалась в игру «Бизнес», и она была даже вот до такого состояния доведена. Это уже потом несколько уровней. Вот, все крупные иностранные компании. Ну, на тот момент мы их как бы знали не вживую, знали только понаслышке. Вообще вот это то, чем я занимался на переменах со У своими вас тогда уже друзьями. была какая-то коммерческая такая жилка? А вот я тоже думаю, что коммерческая. На самом деле я на этом деньги не зарабатывал. То есть это была просветительская история, связанная с деньгами. После этого это еще не все. Да? Более близкое знакомство с миром инвестиций у меня произошло в институте. И тогда я с друзьями создал игру, которая называлась «Бизнес-клуб». А у вас Вот. какое-то экономическое образование? Первое мое образование, да, экономическое. Я учился в Корабелке на инженерно-экономическом факультете. Вот правила этой игры. Это еще до того момента, когда Роберт Кийосаки выпустил свою игру «Денежный поток», в которую я играю сейчас, будучи уже в довольно серьезном возрасте. Но категорически рекомендую ее всем вообще, кто интересуется инвестициями, обязательно в эту игру поиграть, потому что с хорошим ведущим, безусловно, вы сможете понять, какие блоки вообще, что вас от денег отделяет, а что вас к деньгам приближает. Очень интересная игра. Ну, вкратце заканчивая про бизнес-клуб. Мы даже, вот я принес поле, успели его издать с фишками, все по-взрослому. Это был 89-й год. Ого, ничего себе. Да, ничего себе, я за такие слова в игре «Денежный поток» караю. Потому Почему? что ничего себе. Ничего нельзя говорить, правильно понимаю? Ну, как бы и себе тем более. Да, Мгм. можно сказать, здорово, круто, прекрасно. Вот, поэтому я отслеживаю и за такие выражения. Денег нет, например, тоже плохое выражение. Они есть. Ну, просто в моменте, может быть, их нет на столе, но в целом же деньги есть. Главное, что это разговор о возможностях. Возможности есть, ну, практически всегда.
Нет безвыходных ситуаций. Да. Всегда есть какой-то выход. Даже есть мем известный такой, когда от руки его перерисовывали, там копировали, когда лягушка, значит, хватает за шею журавля, который ее Мгм. заглотил, да, и ему не сглотнуть, и ей как бы, да, внутрь к нему уже не попасть. И они вот таким образом закольцованы. Но, возвращаясь к бизнес-клубу, его основной фишкой на тот момент, да, революционной, как я считаю, было то, что мы отказались от кубика вообще. То есть вся стратегия определялась только игроками. И только за счет коммуникации можно было выиграть в этой игре, вступая в те или иные коллаборации. И для Мгм. 89 года, ну, как бы я считаю, что это было очень даже серьезным прорывом. Это такая своеобразная прокачка нетворкинга и каких-то бизнес-коммуникаций с И другими людьми. экономических знаний, потому что там добыча денег производилась следующим образом. Кто-то производил сырье, кто-то его обрабатывал, а кто-то его, соответственно, продавал, превращал в деньги. И была клеточка «Бизнес-клуб». Ну, вот давайте я прям на ней покажу, на игре. Да, вот это. Самый центр. Да, здесь велись переговоры. Соответственно, вот это компании, которые что-то производили, 3 отрасли. Это супермаркеты, которые продавали все, либо специализированные магазины, которые продавали, соответственно, машины там или что-то, да. И можно было банк, зайти, можно было вот добыть сырье. Ну, то есть, если имеешь фирму, ходишь, добываешь сырье. Потом идешь сюда, например, с кем-то договариваешься, продаешь его, да. Кто-то идет дальше, его производит, выпускает какой-то продукт. И после этого, там, допустим, с следующим игроком договариваешься, он идет на сбыт, и в этот момент вся цепочка получает деньги. Мгм. То есть такой круговорот денег, по сути, получается. Ну, это очень упрощенная экономическая модель. Очень упрощенная экономическая модель, такая, какой мы, в принципе, ее видели тогда. С тех пор поменялось только то, что стало больше роботов. А сейчас эту игру можно купить где-нибудь? Она была выпущена вот единственным тиражом, потом наступили лихие времена, и мы должны были стать вообще миллионерами на этой игре. Да, у нас контракты были подписаны, 30 тысяч рублей нам полагалось в качестве авторского вознаграждения, то есть по десятке на брата. На то время На это то большие время деньги. это «Волга» стоила меньше. Машину можно было купить. Можно было, да, только их не было в продаже, но в принципе можно было. В общем, в любом случае для студентов очень большие, я бы так сказал, деньги, но, к сожалению, мы получили всего там 1 или 2 выплаты, потом началась вот эта чехарда с развалом Союза, а мы игру развезли. Опять же, тогда была централизованная система. Я помню, ездил в Киев, в Москву на Мгм. центральные склады и договаривался о том, чтобы поставить эту игру. Ну вот, остались только пилотные экземпляры авторские. То есть это такие ваши первые шажки в инвестиции и все остальное. И что у вас было дальше после 89 года? Когда вот начались вот эти лихие времена, когда игра не взлетела, что произошло дальше? Ну, вообще жизнь была насыщена разными событиями, которые меня заставляли каждый раз пересобраться и идти учиться чему-то новому. И я хочу сказать, что официальное такое вот серьезное образование мне, к сожалению, в моей жизни дало мало. И я знаю огромное количество примеров людей, которые вообще отучившись, в итоге не шли по этой стезе. То есть, если я, например, после первого института кораблестроительного пошел на кораблестроительный завод и там занимался инвестиционными программами, взаимодействовал с немцами, ездил на стажировку в Германию. И вообще на тот момент я и вот мои коллеги, нас было 4 практиканты, мы были одни из лучших специалистов в области практической теории судостроения. Ну, почему теории? Потому что мы в Германии же это все видели, наблюдали, записывали, приехав в Россию, мы приехали просто со знаниями. Вот. И, к сожалению, тогда так складывались обстоятельства, что по-хорошему, по-взрослому это все было, увы, не применить. А в 98 году вообще концепция вся Мгм. поменялась. На заводе был рейдерский захват. И, собственно говоря, мне пришлось идти искать новую точку приложений. Я получил второе образование юридическое и стал заниматься недвижимостью. И, в общем, в целом недвижимостью занимаюсь до сих пор. Мгм. То есть вы также еще инвестируете в недвижимость? Вы Ну, начали еще тогда, в 90-е годы, этим заниматься? Ну да, да, я так скажу, вот я взял специально книжечки, которые я считаю, что молодые люди обязательно должны в своей жизни прочитать. Э,
интересная книжка. Я ее взял «Богатый ребенок, бедный ребенок». Но это тоже прикольная Должна книжка. быть Это богатый продолжение. папа, бедный «Богатый папа. папа, бедный папа», да. Ну, видимо, к чему-то и зачем-то. Значит, я это взял, друзья мои. Это тоже интересная книжка. Это про детей. Про то, что в общем целом мы сейчас с вами живем в мире, в котором можно и нужно детей приобщать и погружать вообще в знание финансов. С самого детства. С самого детства. И я так скажу, титаны мирового консалтинга, я тоже учился вот буквально осенью прошлого года у одного из таких экспертов, он с 85 года занимается вопросами финансовой грамотности, инвестиционной грамотности, но в первую очередь он занимается блоком страхования, потому что люди с крупными большими капиталами вообще через страховые компании, как правило, решают очень большое количество вопросов и задач, связанных с сохранением и передачей капитала. Мгм. И он своим внукам на день рождения дарит страховку. Страховку на свои финансы? Нет, страховку их жизни. Ну, это своего рода тоже инвестиция такая. Да, потому что пока маленький ребенок, она совсем маленькая Мгм. получается, да. То есть чем старше человек, тем дороже ему обходится страхование. Чем раньше он начинает программу, тем дешевле получается ему эта программа. Коэффициент уменьшается, и меньше надо платить. Ну да, то есть поэтому он вот своим детям, вернее, детям своих детей на день рождения дарит страховки. И дальше их родители сначала пополняют, потом вырастает ребенок, пополняет, и таким образом формирует вообще вот свой капитал. Мгм. Потому что накопительное страхование, оно дает возможность вытащить деньги. То есть мы не ждем в ожидании ухода к инопланетянам, да, а мы, собственно говоря, накапливаем. Есть стратегии, когда накапливаются деньги именно для будущих поколений. И, допустим, человек достигает какого-то уже там серьезного возраста, да, у него могут быть и сложности уже с оплатой, тогда его дети платят. И когда приходит его срок уходить к инопланетянам, этим детям достается вполне себе хороший, нормальный родовой капитал. А в это время они копят родовой капитал следующему поколению. Получается, что ты покупаешь такую страховку на ребенка, каждый год ее оплачиваешь, и капитал просто растет и растет и растет. А не выгоднее ли, например, открыть какой-нибудь инвестиционный счет, покупать акции, не знаю, облигации? Это же и наращивать таким способом капитал для ребенка. Это разные стратегии. Мы сейчас, конечно, в рамках нашего короткого разговора не погрузимся в особенности страховых продуктов, но я хочу сказать следующее, что вообще страхование придумано как некий мультипликатор, да, некий увеличитель капитала на случай форс-мажоров. И именно для этого, собственно Мгм. говоря, существуют страховые продукты. Они также существуют для того, чтобы, например, экономить на налогах. То есть в Америке, допустим, налогообложение наследства составляет 30%. А в России? А в России налогообложения наследства нет. Так это же вообще выгодно получается. Ну, в России уходить к инопланетянам выгодно, если ты как бы резидент Российской Федерации. Но если у тебя, например, капиталы размещены в Америке, то до 60 тысяч долларов ты не платишь налоги, а от 60 тысяч долларов, если наследство имущества составляет, да, ты платишь 30%. И вот сталкивались с ситуацией, когда, допустим, женщина, да, ее муж имел брокерский счет оценочной стоимостью там 1 200 000 долларов. И вот внезапно, да, с ним происходит такой фатальный случай. Она приходит, говорит: дайте мне денежки. Говорят: вы, пожалуйста, налоги заплатите. Они говорят: так вы мне дайте, я заплачу. Нет, вы сначала заплатите, принесите справку, а Мгм. потом мы вам дадим. И вот мы как раз вот с нашим учителем, гуру, обсуждали, что если бы у этого человека была страховка, за которую бы он, например, платил в год 1500 долларов, ну, примерно, да, она бы покрывала ситуацию его ухода на 300. Ну, это вообще очень выгодно получается. Вот об этой выгоде мы и говорим, да. То есть это не та выгода, которую мы видим, что она вот на счете растет, но это выгода, которая возникает, когда вы, например, не платите те же самые 30%. Тут Допустим. Тут очень важно, получается, смотреть наперед, очень наперед, потому что все хотят быстрой прибыли, а тут получается история про долгую игру, где ты накапливаешь, платишь, и потом в конце получаешь уже какой-то капитал. Именно так. Работа с финансами, она предполагает некий взгляд в будущее. И не надо, конечно, проецировать, что я вот тогда-то или тогда-то со мной что-то случится. Ни в коем случае. Мы о чем говорим? О том, что мы на будущее раскидываем спасательные круги какие-то, да, кладем себе там
что-то, ну, не скажу, как в игре аптечку, да, но ну, какой-то, значит, мы кладем сбережения, которым можем воспользоваться мы, могут воспользоваться дети. Разные бывают ситуации. Есть, допустим, программы страховые, это получится у нас разговор про страховки, ну уж как бы, да, как в качестве примера, которые рассчитаны на обеспечение детей при наступлении совершеннолетия. То есть, вот, например, у тебя детей нету. Нет пока. Допустим, у тебя там через какое-то время будут дети. И у тебя станет вопрос, а куда их отправить учиться вообще? Ну, захочется ли тебе, чтобы они учились в каком-то престижном вузе, например, да, или в 20 лет были бы деньги для запуска своего бизнеса, да, или там девушке в приданое там на свадьбу, да, или, ну, короче, там же много можно чего Мгм. придумать, да. И вот когда ты запускаешь такой паровозик, там, скажем, на 15 лет, и оно вроде кажется, что ты много не накопишь, еще что-то. Но поверь мне, если вдруг так происходит, что ты уходишь из жизни, остается ребенок, и потом, когда наступает 18 лет, он получает там удвоенную сумму, которую ты собирался ему передать, то тут я не вижу ничего такого плохого, правда? Ну, я, кстати, так и планировал, только не страховку, а вот именно открыть инвестиционный счет, когда у меня родится ребенок. И каждый год там условно в день рождения в какую-нибудь дату закидывать туда деньги, покупать акции и таким образом накапливать капитал. Но я не думал, что это можно делать с помощью страховых таких выплат. В том-то и дело, что это, ну, такая, скажем, достаточно распространенная финансовая неграмотность, скажем, да, то есть то, о чем не рассказывают. Мгм. То, что на самом деле есть, оно работает, но ни в институте, ни в школе, я же потом еще заканчивал финэк, и тоже там ничего этого не было. И я довольно много в жизни совершил ошибок, инвестируя хаотично, не понимая что-то, как работают рынки, как работает вообще вот эта вся история. Сейчас у меня пазл сложился. Он сложился за счет того, что был достаточно большой собственный опыт, и за счет того, что я закончил и получил четвертое образование, уже как финансовый консультант, финансовый советник. И вот тут у меня выстроилась система. И теперь я понимаю, что так же, как, допустим, выращивать сад, приусадебный участок, нужно действовать по системе. И он не вырастет там за одну ночь. Ты это раскидал семена, все, что попало, арбуз там, все, что хочешь. Что выросло, ничего не вырастет, да? Даже бамбук, он растет не сразу, а насколько я помню, там несколько лет он сидит, 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 потом быстро вырастает. В инвестициях, как с приусадебным участком, нужно понимать, на что ты рассчитываешь. Что деревья, которые приносят долго и постоянно, и живучие, им нужно дать время 7-10 лет, чтобы вырасти. А укроп какой-то, он вот вырос, его собрал. И точно так же разного рода инвестиционные инструменты. Есть короткие, и ты не ждешь от них чего-то долгого и длинного. А есть рискованные, они могут очень быстро завянуть, если вдруг холодок пройдет. А есть такие в долгосроке. Я у себя около дома посадил 6 деревьев. На долгосрочные инвестиции такое. Да, причем это была на тот момент неосознанное инвестирование, я бы так сказал. То есть я распределился, дифференцирование сделал. Но я посадил грушу, вишню и черешню, думая, вот интересно, если вырастут и будут давать плоды, будет круто. Что происходит сейчас? Черешню я не пробовал ни разу. Очень капризное дерево. И одна, кстати, черешня загнулась. И я ее пересаживал, приехал фермер, и мне вообще дал интенсив по уходу за деревьями. Мы с ним обрезали их, он показал, как стволы, там, что нужно за этим следить, за тем, прикормку сделали, все. Пересадили черешню, он сказал, что должны быть парными, чтобы их опыляли. В итоге черешня все равно ничего не дает. 2 вишни. Одна разрослась, другая так себе. Вот я сначала с одной пособирал вишенки, в этом году с другой чуть-чуть пособирал. Ну, вот это по горсточке за 10 лет мне вишня принесла. А груша отдувается за всех. 2 здоровенных дерева, вот с такими невероятными сладкими грушками, они кормят весь дом осенью. Короче, вы сделали несколько инвестиций, но плоды принесла только груша. Плоды принесла только груша, и нужно отдать должное, что это не произошло ни день, ни два, ни три, да, как в сказке про Буратино. Нет такого, что мы засыпали золотые, на утро дерево золотыми. Нет, это лотерейные билеты, это удачно выйти замуж, это какие-то вот такие стратегии, они могут дать в моменте быстрый рост. Ну что, мы можем приступать к разговору, да? Да, давайте тогда перейдем уже к основной теме про инвестиции Да. для молодого поколения.
Давайте начнем с того, что, ну, вы уже объяснили, почему нужно инвестировать как можно раньше, но а куда инвестировать-то? Куда инвестировать молодому поколению, который только вот вышел из университета, начал зарабатывать какие-то деньги и не очень понимает, куда вкладываться? И так, чтобы еще и желательно не потерять деньги. Ну, вообще, на самом деле, государство, как бы то ни было, но оно заботится о том, чтобы менялась инвестиционная, значит, обстановка, привлекательность и так далее. Поэтому есть инструменты, которые в моменте дают вполне себе неплохую доходность. То есть, если у вас официальный заработок там в районе 60 тысяч рублей в месяц, да, то можно через накопительные счета получить от государства 100% на вложенные деньги. То есть до 36 тысяч рублей, если вы, например, в течение года вложили, то вам государство еще докинет 36 тысяч. Это очень хороший процент. В принципе, да. И даже если у вас большой доход, то минимальный процент, который докидывает государство, 25%. Это какая программа? Это куда надо вкладываться? Ну, это в любом банке, в приличном, в ВТБ, в Сбербанке можно уточнить, инвестиционный накопительный счет. И к этим деньгам еще банк добавит доходность. Мгм. И 3 года вот таким образом можно, получать, до 36 тысяч на вложенные деньги, на вложенные 36. То есть в общей сложности, 108 тысяч рублей можно за 3 года получить от государства, но это еще не все. Ты еще можешь получить налоговый вычет на эти 36, то есть еще от них 13% можно пойти в бухгалтерии получить обратно. То есть еще от 100 там с лишним тысяч, это еще там 13 плюс тысяч рублей. Да, да, Это очень хороший процент. А это для всех действует? всех, да, Вообще всех? да. Просто я, если зайду сейчас в приложение, у меня там не будет такого 25%. У меня там будет максимум, наверное, 15%. Ну, просто нужно как бы читать нужную литературу, да, интересоваться новостями. Такая возможность есть. Есть, например, индивидуальные инвестиционные счета. Сейчас они вышли ИИСы ИИС. нового типа, да, их можно даже несколько уже иметь. Тоже, пожалуйста, допустим, тут уже вы сами можете регулировать. Можно подключить искусственный интеллект, робот, Мгм. допустим, да, который будет за вас делать покупки. То есть открыли ИИС, подключили туда этого робота, и докидываете каждый месяц по 10 тысяч. А этот робот за вас, соответственно, совершает покупки. Вот. Можете выбрать стратегию там поагрессивнее, консервативнее. И таким образом двигаетесь. Либо можете сами, например, заводите деньги, покупаете там дивидендные компании, да, флагманы нашего рынка. Ну, не будем их перечислять. Думаю, и так и все знают. Да, их так все Там знают. красный, желтый, зеленый, синий Да-да-да-да-да. компании. Да-да-да. Вот. Они имеют свойство еще периодически платить дивиденды, мы эти дивиденды реинвестируем. Чем хорош ИИС? Тем, что деньги, которые лежат на нем, и сделки, которые совершаются, не облагаются налогом. И сейчас даже доходы от облигаций, выплаты купонов, если приходят на Мгм. ИИС, то они, соответственно, тоже не облагаются налогом. Плохо или нехорошо, но 13% как Ну, бы это все равно все равно. существенная Да, сумма, да. мы как бы имеем в виду, что мы это прибавляем. А если мы эти деньги, заведенные, да, до 420, по-моему, тысяч, там, ну, в общем, 50, в районе 50 тысяч в год, можно получать вычетом точно так же, приходя в бухгалтерию на следующий год. Я завел вот столько инвестиций, будьте добры, пожалуйста, 52 тысячи. Вот. Это что? И мы их туда же, на этот счет. Мгм. Поэтому таких приемов паровозиков много. Я на самом деле на своем и YouTube-канале об этом рассказываю, и в Telegram-канале я об этом рассказываю, привожу конкретные примеры, кейсы, инструменты. Поэтому в рамках нашего короткого разговора, наверное, мы не сможем все это охватить, но я хочу сказать главную мысль, которую нужно иметь в виду. Основное – это не доходность. А что тогда? Накопление? Нет. Блин, у меня нет даже вариантов. Финансовая подушка какая-нибудь? Нет. Приумножение своих денег? Нет. У меня закончились варианты. Ну, не буду томить. Рациональный подход. Ага. Рациональный подход и забота. Вот, собственно говоря, что должно стоять в основе вообще всех действий, связанных с приумножением капитала. То есть нужно как-то с умом подходить к этому. Точно. Вот вы, кстати, говорите накопительный счет, ИИС, а насколько они вообще прибыльные по сравнению с каким-нибудь
торговли просто самому, так покупать, продавать акции? Ну, когда мы, говорим, торговать, это значит, мы имеем в виду, скорее всего, трейдинг. Ну, такой трейдинг, это, наверно, больше короткие сделки, да, в течение дня, там, пары недель. А я говорю, что там, например, купил, в конце месяца продал, купил, в конце месяца Это продал. тоже трейдинг, Тоже трейдинг. да. Инвестирование- это про другое. Я возвращаюсь к примеру с, садом. Если ты пошел на соседнем участке у соседа, купил урожай и на рынке его продал подороже, подождав там 2 недели, чтобы было подороже, да, это что? Бизнес. Это бизнес, это спекуляция, это трейдинг. Это тоже тот же самый трейдинг, но как бы немножко. Если ты посадил семена и выросли плоды, то это инвестирование. Игра в долгую. Да, это игра в долгую, и это игра с более-менее понятным ожидаемым результатом. То есть, когда ты предполагаешь, ну, то есть ты не знаешь, какой высоты будет дерево, и ты не понимаешь, что какое-то может изогнуться, да, такой допуск есть всегда. Мы как раз говорим, что инвестирование это не про стопроцентную доходность, но Мгм. про ожидаемые результаты. А спекуляции- это в моменте нужно просто владеть информацией и провернуть капитал, заработать на нем. Почему нет? Но это активный вид дохода. Так же, как бизнес. Вот мы здесь сидим, ты чем занимаешься? Записываю подкасты. Да, чтобы потом в итоге как-то с этого зарабатывать деньги. То есть это активный вид бизнеса. А те, кто вложились в это помещение и получают аренду, это кто? Тоже бизнесмены. Они скорее инвесторы. Но они же арендуют это помещение. Они Нет, ж тот, кто владеет помещением, тот, кто Вот он купил. уже Да, инвестор. я имел в виду того, кто купил это помещение. Он инвестор, и у него две статьи доходов. С аренды Так. и, из-за того, что недвижимость растет. И недвижимость дорожает, да. Ну, он, когда недвижимость дорожает, получает это, когда продает, Мгм. но он может, например, заложить, получить кредит под это помещение. Да? И 10 лет назад оно стоило 5 миллионов, сейчас 10. Ну, как бы инфляция, девальвация, да, мы это понимаем. Но, с другой стороны, рост стоимости помещений компенсирует эти как бы процессы. И поэтому, когда мы говорим про инвестирование, то мы имеем в виду именно вот подобного плана решения, которые в том числе направлены в будущее. Разница еще в чем заключается. Очень многие виды инвестиций, они связаны с потерями. Ну, опять же, не будем сейчас погружаться в конкретные примеры, но для инвестора не потерять- это примерно все равно, что заработать. Мгм. Правда. Пока не зафиксировал Да, убыток, да, то и не потерял. да, да. Поэтому, конечно, в этой связи с возрастом оно приходит некое понимание и осторожность, да, связанная с тем, что ты уже оцениваешь, что, вложившись в чей-то бизнес, каковы риски того, что ты можешь там потерять. Они высоки. Человеческий фактор, конкуренты, налоги. Вон пандемия пришла, сколько бизнесов закрылось, а кто-то Мгм. же в них вкладывал, да. Вот, а страховые компании не закрылись. Поэтому возвращаемся обратно, да, к тому, что в любом инвестировании должен быть фундамент. И вы, молодые, должны в первую очередь формировать фундамент. Я понимаю, что хочется быстрых результатов, хочется быстрых доходов, да. Ну, есть инструменты, есть краудфандинг, например, сейчас, да, коллективные инвестиции, и в том числе защищенные недвижимостью. Они дают, допустим, 30% годовых. Вполне нормальная доходность. Циклы сделок там 3, 4, 5, 6 месяцев до года, например. Да? Есть варианты того же краудфандинга, там вообще по 1000 рублей можно вкладывать деньги, они там дают предпринимателям, и предприниматели платят, средняя доходность там составляет порядка 20-22% годовых. Вот. Поэтому на самом деле сейчас достаточно много разных инструментов и возможностей для того, чтобы по чуть-чуть что-то получил. Вот еще одна книжка хорошая, помимо «Богатого папы, бедного папы». Кстати, к «Богатому папе» я еще рекомендую обязательно прочитать «Квадрант денежного потока». Квадрант? Да, он так называется «Квадрант денежного потока». Там Кийосаки излагает простую теорию, что у человека там самозанятый, потом бизнесмен и в конце концов становится инвестором. Вот эта логика, когда я говорю про инвестора, когда за тебя работают твои деньги,
рафинированно, если мы смотрим на эту ситуацию. Вот к этому большинство стремится. То есть ты вложил, приходит тебе так называемый пассивный доход, и ты и есть тот самый инвестор. И вот Кийосаки там эту теорию рассказывает, а я когда-то свои первые сделки делал, именно прочитав книжку и поняв, что можно использовать ипотечное плечо. Вообще, вот там у него достаточно хорошо разобрана эта ситуация. Мы не берем в расчет кризис 2008 года ипотечный. Это он другими причинами был обусловлен. Но в целом схема рабочая, и я когда-то свой первый объект запустил именно с помощью такой сделки, вложив в нее не ноль. Ого. Да. Это очень хорошая инвестиция, видимо, была. Да, да. Я получил скидку, банку мы сказали, что стоит там 200, на самом деле заплатил 180, арендатор отремонтировал это помещение, и я, собственно говоря, начал получать просто доход, который перекрывал мои платежи по ипотеке. Ого, это очень выгодно. Вот как в игре денежный поток, это лично мой пример. Я еще и перевел это помещение из жилого в нежилое, находясь под ипотечным кредитом. То есть это был вообще прецедент на Вы тот первый раз момент. такое сделали? Ну, я первый сделал, по крайней мере, в Петербурге на тот момент точно. А это было сложно? Нет, это нужно было просто сказать, а почему так нельзя сделать, и все. И все, у вас жилое стало коммерческим помещением. Да, да. И уже там совсем другая аренда, скорее всего, началась. Ну, она сразу началась другая, но я уже действовал, что я его как нежилое сдавал. Мгм. То есть я уже сразу заведомо, я обо всем договорился, и в банке тоже договорился, что это. То есть я пошел чисто по методу Кийосаки. Сначала со всеми договорился, а потом запустил. Книга, получается, до сих пор актуальна. Там база по Абсолютно. инвестициям. Абсолютно актуальная книга, как бы ни казалась она примитивной. Еще одна книжка очень хорошая, полезная. Это сейчас про Вавилон. Как же у нас? «Самый богатый человек Вавилона». Джорджа Клейсона. Эта книжка, она про то, чтобы в первую очередь плати себе. Это как? Сначала надо заработать и из этих денег забрать себе чуть-чуть? Да, сначала на себя, на свое будущее. Вот, то есть инвестирование – это деньги в твое будущее. Ну да, да, согласен. И направив сразу деньги в инвестирование, ты их направляешь себе, то есть в свое будущее. А вот, кстати, а сколько надо направлять в свое будущее от своего дохода, инвестиций? Все зависит от ситуации. Нет универсального решения. Ну, я скажем так, есть некие традиционные схемы. Допустим, 10% или десятина там, и так далее. То есть 10% они вообще и заметны вроде, а с другой стороны и незаметны. Да? Ну, то есть если ты получил 1000 рублей, и ты получил 900 рублей, для тебя большая разница. Ну, вообще нет. А 100 рублей уже пошли куда-то инвестироваться. И так по чуть-чуть, каждый день 100 рублей – это уже сумма. И так капелька за капелькой оно так и работает. Запускаешь потоки, туда капельки направил, сюда капельки направил. Но нагрузка не должна быть критичной. То есть, если ты больше, скажем, 50% своего бюджета тратишь или, как скажем, расходуешь на обслуживание кредита, например, да, и на разные инвестиционные потоки, то тебе может уже быть сложно жить. Поэтому примерно как бы так считаю, что 30% инвестирования, 40% значит, текущие расходы, да, и 30% это какие-то хотелки. Кстати, по поводу ограничивая себя в чем-то, есть же движение еще такое FIRE, знаете? Да. Когда ты полностью ограничиваешься вообще во всем, все деньги вкладываешь в инвестиции, и к 30 годам уже выходишь на пенсию. Что об этом думаете? Рабочая схема? Ну, для кого-то да. Вопрос только в том, насколько полноценно живешь ты жизнью. Вот почему я сижу в такой красочной футболке, вообще с каким-то обвесом таким странным, Рокерским. рокерским. Потому что вы живете, а не ограничиваете себя. Потому что в какой-то момент я сказал, прочитав книгу Кийосаки, я понял, что работать нужно для того, чтобы получить свободу, а не для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. И поэтому нужно инвестировать в активы. И вот его основная мысль. Инвестируй в активы, которые тебе будут приносить пассивный доход или будут расти в стоимости. Мгм. И не будут забирать у тебя деньги. А то, что у тебя забирает деньги, это пассив. Ну, да, по сути, так и есть. Не совсем бухгалтерские, скажем, да, но для 90% людей, живущих на этой земле, вполне подходящая формула. Недвижимость – это пассив? Если
Я скажу так, да, формально по Кийосаки это получается пассив, если ты в этой недвижимости живешь. Потому что она только забирает деньги, но не приносит Да, прибыли. с другой стороны, ее растет стоимость. Ну, это ты же не видишь в моменте эти деньги Ну, я, получать. например, когда купил квартиру 20 лет тому назад, я заплатил за это $30 000. Да, $30 000 это 3 миллиона. Мгм. А сейчас квартира стоит 20. Ну, пока не продал, все равно. Согласен. Но есть еще один момент. Дело в том, что Кийосаки не учитывает фактор потребления, ну, проживания. То есть можно в коробке жить, да, но у нас, например, в нашем климате, в питерском, в коробке особо не поживешь. Поэтому проживание в комфортной среде я лично считаю тоже, фактором потребления. А следовательно, эта квартира дает мне такую возможность. Мгм. И в этом плане я ее скорее бы отнес к активу. Окей, хорошо. Ну, я не вообще Нетрадиционная, да? да, ну, потому что для меня недвижимость, если она не коммерческая, это все равно все таки какой-то пассив, Пассив. да, А который если она растет. сдается в аренду? Это уже актив, потому что она приносит деньги. А если ты в этой квартире пожил, а потом ее стал сдавать в аренду? Ну, она переходит в статус Превратилась в актива. активы. Да. Ну, слушай, тут нету прям абсолютного четкого такого, значит, мнения, что это правильно, это неправильно. Это моя точка зрения, и объясню почему. Потому что я считаю, что не нужно перегружать вообще себя и насиловать себя разными ограничениями, обстоятельствами. И живешь ты в квартире, наслаждаешься тем, что ты живешь в своей квартире, тебе это приносит эти дивиденды, что у тебя есть свой угол, что тебя не выселят, не выгонят. Ну, то есть много разных таких аргументов в пользу того, что комфортнее жить в своей квартире, чем в съемной. Это такой некий психологический фактор, наверное, даже, который помогает инвестировать. Ты понимаешь, что ты не останешься на улице. Ты можешь немножко порисковать. И именно поэтому, когда мы говорим про инвестирование, вот этот вот фундамент из страховых продуктов, из подушки безопасности, и в том числе из своей квартиры, он будет для тебя дополнительным положительным психологическим фактором, поддерживающим тебя в том числе в каких-то рисковых историях, что тебе есть где жить, ты не теряешь последнее. Ну, если я, например, возьму квартиру в ипотеку, это тоже будет таким считаться активом. Я буду постоянно отдавать огромное количество денег, там, не знаю, 1050 в месяц, он Мгм. будет забирать деньги. Это будет считаться все-таки инвестицией или это будет больше пассив? Смотри, все вообще вот в финансах все связано с разумом, с отношением твоим к тому, что ты делаешь и зачем ты делаешь. Когда я говорю про разумное инвестирование, здесь возникает вопрос. Изначально, каким образом ты заходил в эту сделку? Мгм. Под какой процент? Ну, нет, тут даже может быть не процент, будем иметь в виду другое. Допустим, а, ты покупаешь эту квартиру, понимаешь, что она перспективная, вырастет в цене. Ты живешь в ней, платишь ипотеку, но не платишь аренду, да. Потом, например, это однокомнатная квартира, ты женишься, вы плодитесь, и вас становится трое или четверо. И вам однокомнатной квартиры мало. И ты продаешь эту квартиру, погашаешь часть ипотеки. За это время стоимость квартиры достаточно сильно выросла, а уровень ипотеки остался тем же. Мгм. Ну да, выгодно И получается. меньше даже, да? И ты перевкладываешь эти деньги. Но если ты изначально с этой стратегией заходишь, что сам поживешь, аренду не будешь платить, это уже, считай, экономия, которая, может перекрывать, может не перекрывать платеж по ипотеке. Вот, но квартира будет дорожать, и ты потом ее продашь и купишь другую. Вполне себе инвестиционная стратегия. Окей, а вот если мы отойдем от темы недвижимости, куда еще можно инвестировать свои деньги? У нас уже был накопительный счет, у нас был ИИС, недвижимость, и куда еще можно инвестировать деньги? Да инвестировать можно во что угодно. Есть люди, которые, например, произведения искусства покупают, тоже Ну там инвестиции. уже очень большие деньги получаются. Нет, почему? Есть, рисунки Пикассо, там они стоят, не знаю, $300, например. Мгм. Ну, это очень долгосрочные инвестиции, скорее всего. А они растут примерно на 9-10% в год. Банковский вклад выгоднее получается. В валюте они растут.
Ну, то есть это я не могу посчитать сейчас так быстро, но как будто все равно банковский счет выгоднее, нет? Ну, в моменте банковский вклад выгоднее, потому что у нас ставка. Так у нас инфляция. У нас как долго продержится доллар на уровне 80-90? Никто не знает. Никто не знает, да. Но мы можем предположить, что через 5 лет, наверное, все-таки доллар будет стоить 150-200 рублей. Можем предположить. Можем. С большей вероятностью, Многие предполагали, что уже в 23-м будет да. 150, 100, 200. Ну, есть целый ряд факторов. Мы штампуем деньги, мы тратим деньги на боевые действия, да. У нас постоянно идет уток, значит, работоспособных кадров, да. Вернее, сырьевая экономика, да, которая зависит от конъюнктуры внешней, и нам еще постоянно ограничивают возможность продавать, да. У нас очень слабая внутренняя, значит, производственная база. То есть, если сравнивать с Китаем, или, допустим, даже с Дубаем. Вот я всегда говорю: "Ребята, мы примерно в одно и то же время начали. У них избушки были, а мы в космос летали". И что смогли, чего добиться они, создавая условия для инвесторов, и к чему пришли мы? Мгм. С точки зрения благосостояния населения, с точки зрения инвестиционной привлекательности, да, они сейчас на сегодняшний момент там основной финансовый хаб, они логистический хаб, да, у них очень мощно развивается девелопмент. То есть они выбрали сегменты, которые могут там активно расти и привлекают туда капитал. А у нас что произошло? Кризисы. У нас, ну, они у всех кризисы, но у нас сейчас исход инвесторов произошел, да, довольно Иностранных серьезный, инвесторов. иностранных. А кто у нас развивал нашу экономику? Это именно иностранные деньги были. В начале 2000-х сюда вливались колоссальные деньги, а с тех пор они только вытекают. То есть из нашего бака постоянно текут деньги, люди и ресурсы. Мгм. Кстати, по поводу денег. В какой валюте тогда лучше инвестировать, если у нас постоянно деньги вытекают? В долларах, в юанях, может быть, сейчас, или в рублях все-таки? Тоже вот ты задаешь вопросы, знаешь, каждый из которых имеет свою какую-то уникальность. Если ты, допустим, госслужащий, на ответственной должности, да, то тебе вообще противопоказано огромное количество разных инструментов, да, Мгм. которыми пользуются обычные люди, но ты зато вот от государства тебе какие-то поблажки, там, повышенная пенсия, что-то еще. А, Соответственно, если у тебя родственники за границей, там, у меня клиенты есть, у которых дети, допустим, живут там, у них уже вид на жительство. Так зачем им хранить, сберегать в рублях, если не могут себе позволить это делать в долларе, в евро, в фунтах, в франках? А все говорят про то, что доллар уйдет. Ну, может потерять доллар свои позиции, может превратиться фиатный доллар в цифровой, и на этом, как говорится, еще много людей погорит и потеряет, да. Но 100 лет назад британский фунт был ведущей валютой, резервной основной. Где он? Хм. Он есть. Ну, он есть, но Он что-то твердая о нем валюта. никто ничего не говорит. Ну, он твердая валюта, он сохраняет какую-то свою стоимость, и, в принципе, швейцарские франки, например. Ну, то есть твердые валюты, которые не занимают доминирующего положения, но сохраняют свою стоимость и ценность. В этом плане рубль показывает, к сожалению, очень плохие показатели, и мы не можем его рассматривать в качестве твердой валюты. Поэтому, допустим, если говорить о геополитике, дирхамы, которые 30 лет, вот тут те же Арабские Эмираты мы упомянули, они за это время как сильно развились, да, и все это время их валюта привязана к доллару, Мгм. и криптовалюта привязана к доллару. Да все привязано Всё к привязано. доллару. Поэтому не надо доллар хоронить, надо отдавать себе отчет, что в наших условиях могут доллары и реквизировать, особенно с банковских счетов, там, принудительно конвертировать по Мгм. какому-то курсу. Эти риски надо понимать, но если ты хранишь деньги в страховой компании, например, да, в нейтральной юрисдикции, то вероятность их потерять ничтожно мала. Короче, лучше инвестировать везде по чуть-чуть, но в рублях поменьше. Ну, опять же, есть сейчас программы, которые, вот как я говорил, дают там стопроцентный рост. Почему бы этим не Ну, тут воспользоваться? главное с умом просто подходить. Конечно. Чуть-чуть туда, чуть-чуть туда. Опять же, все от возможностей. То есть, если то, что я описал программу, она рассчитана на людей, у которых там доход 50-70 тысяч рублей в месяц, так куда ему еще раскладывать? Ну, там бы хотя бы на эти деньги выжить, начнем с Да, этого, да. особенно в Москве или Петербурге.
Так вот, почему вот я таким образом, да? Потому что в какой-то момент я понял, что живу ради удовольствия, ради того, чтобы получать от жизни кайф и наслаждение. И поэтому так сложилось, что я со своими сыновьями организовал рок-группу. Ого, Вот, да, называлась группа «Мегаватты». минутка рекламы. Да, да, ну, такая реклама там, это не бизнес, там туда вхлопано большое количество денег, но ребята выросли умными, красивыми, у них сейчас своя кавер-группа, поют и выступают, и даже на этом что то зарабатывают. А так вообще мы выпустили альбомы, выступали на разных площадках. Я почувствовал жизнь рок-н-ролльщика, побыл на сцене, и считаю, что песни, выпущенные, записанные, и которыми люди могут наслаждаться, это как некий отпечаток в нашем культурном коде, да, в культурной вселенной. Вы входите в историю немножко. Да, да, какое-то приобщение к истории. Сейчас я покажу наши опусы и даже маленький подарок вам сделаю. Ого. Ну вот, с такой штукой я как-то выступал. Это песня «Бомбила». Значит, с таким, да. Это вот ребята, которые у вокзалов там, значит, Мгм. ну, это некая пародия такая на приятной поездки, даже какой-то телефон. Водитель «Бомбила» Иван Иванович. Это ваш сценический образ? Ну, это да, это так, по приколу. На самом деле, вот, хочу вам подарить афишку. Найдете наверняка, куда повесить. Это вот мои пацаны здесь, старший, младший. Это друг старшего, школьный. А это наша девочка. У нас 2 девочки было. Вот это с последнего концерта нашего афишка. И здесь даже есть автографы всех музыкантов. Я вам дарю Ого, на спасибо память. большое. А где вы выступаете? Приду к вам на концерт. А сейчас в таком составе мы не выступаем. Ребята все-таки раскручивают свой проект. Ну, у них свои творческие планы. А так еще вот могу вам подарить альбомчик. Здесь одна наша песня. Этот альбом, он в контексте времени, да, о простом и сложном, о мире и войне. Вот. Но здесь у нас такие ребята, как, допустим, Браво, Максим Леонидов, Пилот, ДДТ. Вот и мы тут есть с песней где-то там. Кто-то, наверное, тут уже иноагентами является, не знаю. Но вот интересный Не будем раритетный называть сборник, да, имена. их называть, упоминать не будем. Послушайте, я думаю, что где-то найдется какой-то дисковод, куда можно это вставить. Спасибо большое, обязательно послушаю. Да. Ну, а вообще о том, что происходит сейчас, у нас был альбом вот такой. Он называется «Совы и травы». Все так красиво, вкусно выпущен. Вот. В нем размышления о том, что происходит сейчас. А альбом был записан в 2018 году. В 2018 году, но о том, что сейчас происходит. О том, что происходит сейчас. Вот вам еще один Спасибо подарок. большое. Обязательно сегодня послушаю вечером. Да, так что вот это к вопросу о том, что можно себе позволить, когда твой капитал работает за тебя, и ты наслаждаешься пассивным доходом. И я объездил более 50 стран, в том числе. И это все благодаря пассивному доходу? В том числе, ну, это благодаря активной позиции моей любознательности в первую очередь. Потому что не то, что у меня были какие-то колоссальные там капиталы, вот, я пешком бродил по Индии, то есть, в общем, в целом так путешествовал с погружением в среду. Разные были поездки, были командировки где-то. Но в общей сложности, вот я в какой-то момент сел, посчитал, у меня получилось именно такое количество стран, и стоит цель этот список продолжать. То есть я в числе путешественников 50+. Посетить все страны мира хотите? Хотелось бы, но тут уже так, я просто думаю, их там около 130, этих всех стран, есть какие-то вообще там мелкие африканские страны. В общем, наверное, нет. Но план на кругосветное путешествие у меня есть. И даже как бы вот алгоритм поездки я тоже продумал. Ого. А когда вы смогли так начать путешествовать, какой у вас уровень был вот инвестиций, вашего фундамента, когда вы смогли так путешествовать и не работать? Ну,
активная такая вот моя позиция, да, и путешествовать, и экспериментировать с разными бизнесами у меня началась в 2014 году. Вот примерно к этому моменту, к 2014. А размер капитала, ну, я оценивал примерно в $1 000 000. Даже если на вклад положить, уже можно путешествовать и не думать о деньгах. Ну, он же вот так вот имеет такую синусоиду, и когда я в 2020 году застрял в Таиланде, то вот на тот момент я жил, конечно, чисто на пассивном доходе, потому что поехал работать, работа не сложилась, я застрял, но а, тогда я сделал вывод первый, что я не готов жить пенсионной жизнью. То есть режим пляж-массаж меня не устроил вообще. Я так заколебался там. Ну, по вам видно, что вам нужно движение Да, какое-то. да. Поэтому мне нужна была движуха, я начал заниматься консалтингом удаленным. Вот. И в итоге все это трансформировалось в то, что передо мной встала задача пересобрать свой портфель, разобраться в инвестициях. И когда я пошел учиться на школу финансовых советников, наверное, это была первая и основная задача. И я ее сейчас и выполняю. Но параллельно у меня появилась возможность сеять разумное, доброе, вечное, то есть делиться с другими знаниями и на этом тоже еще дополнительно зарабатывать. То есть сейчас одна из ваших основных профессий — это именно финансовый консультант. Да, именно так. И в моменте это прям основная. То есть это мой основной фокус. Я веду YouTube-канал, я веду Telegram-канал, я хожу на разные мероприятия, я хожу на инвестиционные форумы, я интересуюсь инвестициями, какие-то захожу сам, какие-то рекомендую клиентам, какие-то отсеиваю и не рекомендую никому. Например, какие? Есть пример? Ну, например, тапать хомяка. Мы, кстати, недавно его обсуждали. Вы не рекомендуете. Ну, это бессмысленное занятие. Ну, что-то кто-то что-то получит, Мгм. но это же не рассчитано, чтобы все стали миллионерами, да? Ну, конечно, не все. Только кто у верхушки. Поэтому разного рода пирамидосы я не рекомендую вкладываться. Их много. Я сам был какое-то время в пирамиде, пытался, значит, раскрыть организатора. У меня это не получилось, скажу честно. То есть, как правило, это люди с такой очень устойчивой психикой, способные говорить. Ну, я не буду говорить неправду, да, это не совсем так. Они верят даже в каком-то смысле в тот иллюзорный мир, который они транслируют. То есть они транслируют иллюзию и так убедительно, что люди в это верят. Инфо-цыгане, так называемые. А, Можно, да, к этому термину тоже, да, прикрепиться, что инфо-цыгане тоже транслируют какую-то иллюзию. Иллюзию больших и легких денег. Да, что все легко и просто, не все легко и не все просто. С другой стороны, я проповедую принцип здорового оптимизма в инвестициях. То есть, когда ты сажаешь сад, ты же веришь в то, что вырастут А тут, деревья. если ты не веришь, даже не надо В инвестировать. том-то и дело. А еще я сравниваю навыки инвестирования как навыки вождения. На самом деле, когда вот я езжу каждый день практически на автомобиле за рулем, у меня стаж 30 лет. Похожий как бы с моей в 93-м году я и права получил, и начал ездить, и вот уже к инвестициям стал, да, непосредственно быть приближенным. Я в отделе стратегического планирования, то есть я разрабатывал бизнес-планы и инвестпрограммы. Моя была первая работа на заводе. Инвестиционные программы именно для завода, как Да, ему да, развиваться, да. во что Да, вкладывать. да. И, Завод стал успешным? ну, там же были трансформации, вообще-то военный завод. Мгм. Но я был у истоков бизнес-плана объединенных верфей, которые сейчас вот в Петербурге объединенные верфи. Собственно, когда-то я стоял у истоков и вписал этот бизнес-план. Мгм. Я думаю, что я еще вам про несколько книжек расскажу, которые здесь лежат. Да? Значит, благодаря тому, что жизнь насыщена, полна разными событиями, я занимаюсь с коллегой сейчас коллекционированием историй удивительных про людей. У нас так проект называется «100 историй». И про кого-то выпускаются книжки, про кого-то снимается видео, вот, про кого-то в электронном виде книжки. Это люди с удивительной судьбой, которые смогли пересобраться, преодолеть иногда невероятные трудности и добиться много чего в этой жизни. Вот у меня тут даже есть автографы. Вообще я занимаюсь коллекционированием книжек, которые перевернули меня, мой мир. И если автор жив, мне хочется взять автограф. Это вот и Саша мне автограф оставила, и Слава Демидов. Основная моя такая как бы цель в этом плане взять автограф у Роберта Кийосаки.
Ну, я думаю, у вас получится. Очень к этому стремлюсь. Я ему уже один раз писал. Где-то мое письмо затерялось. Буду продолжать это делать. Возможно, в какой-то поездке и на каком-то форуме с ним пересекусь. Вот прямо очень хочу. Вообще у меня таких книжек достаточно много. Например, ну вот эта книжка тоже из нашей серии «100 историй», «Бычий настрой». Вот тоже с автографом. Это про человека, который сидел в тюрьме и стал долларовым миллионером, живет в Дубае, занимается как раз трейдингом. И он Ничего себе. здесь, да, и он... Вот ничего себе, это уже запретное Определенно. выражение. Пока мы обсуждаем, да, я уже, кажется, превью немножко, да. По поводу выражений. Вообще слово «страхование», например, оно неправильное. У нас в нашем языке много неправильных выражений, которые формируют наше сознание. Страхование от слова «страх». А в английском как называется? М, Insurance. Insurance. Уверенность. А в немецком Versicherung. Безопасность, обезопашивание. А у нас страхование. Страх потерять что-то. И поэтому, да, есть теория, я сторонник этой теории о том, что наши лингвистические, значит, обстоятельства, наши исторические, культурные, они влияют на нашу успешность, и в том числе финансовую. Если мы хотим преуспевать в финансах, то нам нужно уметь дружить с деньгами, не стесняться выгоды, например, да, не говорить ограничивающих утверждений себе, да, ставить себя в центр происходящего и стремиться к успеху. И тогда деньги начинают притягиваться. Вот «Бычий настрой», реальная история реального человека написана здесь. Это про вот человека, который сидел в тюрьме, вышел с нулем и стал миллионером. И он здесь рассказывает про трейдинг. То есть, если есть желание заниматься этим, да, как активным видом деятельности, то вот, пожалуйста, учитель. Ну и вот еще одну книжку покажу. Я участвовал в разных крупных инвестиционных проектах в Петербурге, девелоперских, и не только в Петербурге, и работал с известными мировыми архитекторами. Это книжка про здание «Медиатек». Это в Барселоне. Вот эти пузыри, они надуваются. Она называется «Дышащим», еще его называют «Дышащим». Вот автограф автора. Ничего себе у него автограф. Да, Владислав. «Зеленая атака». Энрик Руис Гили. 12-й год. В 2011 году ему присвоили звание самого технологичного архитектора в мире за вот это вот здание. Я не буду пересказывать, сколько здесь технических ноу-хау, но он постарался внедрить вообще по максимуму все инновационные разработки, которые могли касаться. В частности, могу сказать следующее. Это здание было построено за 2 недели, а произведено за 2 месяца, и каждая деталь в этом здании, то есть это металлоконструкция, она является уникальной. То есть ни одна деталь не повторяет другую. Ого. Как будто Собрали ручная работа. за 2 недели, произвели за 2 месяца. Поэтому, конечно, не случайно были вручены ему награды. И вот с этим человеком я, допустим, работал над проектом молодежного курорта в Краснодарском крае. Ну, опять же, в силу 2014 года инициаторы этот проект не построили, но я свою задачу выполнил, да, нашел участок, приземлил, даже на земле уже были хорошие заработки, то есть я потратил в 3 раза меньше денег, а земли купили в 4 раза больше. Это успех. Это, да, я считаю успехом, а то, что не смогли реализовать, это, к сожалению, уже обстоятельства. Но я к ним не имел никакого отношения, но на том этапе мы, работая над проектом, вот в том числе привлекли, я привлек этого, он водил экскурсию по зданию, а я, значит, стоял сзади и такой периодически показывал наши альбомы, которые мы нарисовали с хорошим нашим местным архитектором Андреем Федотовым. Уникальный проект, я считаю, разработали. И вот я ему так показывал, а он такой, оп, говорит, ну, здесь у нас это, здесь у нас то, потом на следующий. А я ему раз, следующую картинку. В конце он говорит, ну, господа, большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Если нет, то готов откланяться. Ну, большое спасибо, большое спасибо. Он говорит, а вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Там он показал на меня. Какой совет молодежи вы могли бы дать, с чего начать инвестировать и как не совершить ошибки первые свои? Знаете, я рекомендую прочитать в Библии про 7 основных грехов и стараться от них избавляться. И тогда твой взгляд на деньги будет меняться. И тогда точно ты, как инвестор, будешь преуспевать.
не гнаться за славой, не гнаться за сверхдоходами, не идти на поводу прелюбодействия и так далее. Это ведь не только про то, что мы молимся Богу или как бы какую-то веру исповедуем. Это про нашу целостность и сущность. Вот соблюдай эти правила, не греши, и приумножатся твои капиталы. Владислав, спасибо, что пришли. Мы классно пообщались, но я думаю, нас ждет еще вторая часть, потому что мы не Много чего не очень раскрыли, много да? чего не раскрыли, Остались поэтому вопросы. да, я думаю, я вам еще напишу как-нибудь. Друзья, если вы досмотрели этот выпуск до конца, спасибо вам большое. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и мы с вами увидимся уже очень скоро.